Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 14 мая, воскресенье. Хочу вам сообщить, что с сегодняшнего дня я нахожусь в творческой командировке, в деловой поездке, от которой я не мог отказаться. Продлится она, слава богу, недолго. Где-то 20-21 мая я вернусь обратно. Но хотя даже находясь в ходе поездки, я не собираюсь терять с вами контакт. Я беру с собой всю аппаратуру. Ну, а в наше время, когда ты имеешь в кармане свой смартфон и компьютер, то ты имеешь полный офис в полном составе. Поэтому я планирую выходить регулярно. Ну, может быть, получится там перерыв в один день, полтора-два. Но, тем не менее, то есть за текущими событиями мы будем за вами следить, как и ранее. Что касается текущих событий, но сейчас я вот наблюдаю, что говорят аналитики в Великобритании, в Соединенных Штатах, и мнение разделилось примерно 50 на 50. 50% из них уже говорят, что наступление ВСУ началось. Другие говорят, что это начнется вот-вот, то ли с часу на час, то ли со дня на день. Ну и мы с вами тоже так предполагали. Раз уже объявлено о том, что оружие победы и возмездия уже в Украине, то что, собственно говоря, время терять? Но я вот сейчас хочу вас познакомить, так сказать, с общим обзорной картиной, так сказать, которая сводит воедино все мнения, ожидания здесь, на Западе, от наступления, а также расчет хороших, классных профессионалов, которые занимаются Россией, вооруженными силами десятки лет, ну так, лет 30, не меньше, причем на высочайшем профессиональном уровне, не на любительском, из которого мы сможем предположить, на что мы можем рассчитывать в ходе наступления ВСУ. Итак, общая картина. По этому поводу наиболее обширную статью сегодня такой программу написала Financial Times. Согласно этой статье, Украине очень нужна успешная операция. Ну, трудно было бы не согласиться, поскольку это может радикально переломить ход конфликта, как они говорят, конфликта, в пользу Киева. Ну и укрепить доверие, вернее, не доверие, а укрепить Запад в его твердой позиции и в дальнейшем помогать Украине столько, сколько это будет необходимо. Что самое интересное, значит, отмечается, что официальная позиция, высказанная президентом Зеленским, до сих пор состоит в том, что Украина стремится в ходе этого наступления отбросить Россию к границам 1991 года. Вот это последнее, значит, официальное заявление по этому поводу Владимира Зеленского, которое здесь цитируют. В то же время, последние где-то недели-полторы с тревогой американских, британских СМИ отмечается, что некоторые анонимные представители Офиса президента Украины все чаще говорят о том, что они не ожидают коренного прорыва или какого-то грандиозного успеха от этого наступления. Что вызывает сомнения, вернее, вызывает большие вопросы. С какой стати нужно этим делиться, имея в виду, что то есть, это высказывается не в приватном порядке, в ходе дипломатических переговоров, или военному, или на политическом уровне от Офиса президента Украины, скажем так, в Белый дом, а средства массовой информации Запада, имея в виду, что это появится там и дойдет до ушей врага. То ли это очень тонкий ход, который имеет целью усыпить врага. Если это так, то я крупно сомневаюсь, что это сработает. Или же я, в общем-то, в загадке. Тем не менее, значит, здесь подчеркивается, что позиция Соединенных Штатов состоит
то есть она однозначна. Соединенные Штаты примут любой исход наступления и продолжат оказывать необходимую помощь Украине до конца, вне зависимости от того, как вот закончится вот это предстоящее наступление. То есть то ли она закончится грандиозным успехом, шикарно, то ли она закончится промежуточным успехом, тоже неплохо. Даже если статус-кво сохранится, и то из этого будут сделаны полезные выводы, почерпнута полезная информация, которую можно будет использовать для планирования и осуществления новых успешных операций. Таким образом, значит, Соединенные Штаты еще раз принимают любой сценарий наступления, включая успех, ограниченный успех или полное отсутствие успеха. Так и пишется, даже полное отсутствие успеха. Но здесь это говорится так вот, на всякий случай, по поводу полного отсутствия успеха, потому что дальше я вам расскажу, что есть все основания надеяться на гораздо лучшие результаты. Что касается Европы, то здесь ситуация в плане продолжения поддержки Украины, по большому счету, независимо от исхода нынешнего наступления, она даже более благоприятная, чем Соединенные Штаты Америки. В Европе говорят, что мы будем продолжать помощь Украине, никто не собирается останавливать эту помощь, будучи разочарованным недостаточно впечатляющими победами Украины в ходе этого наступления. Здесь лишь выражается надежда, что наступление будет достаточно успешным, чтобы благоприятно подействовать на внутриполитические дебаты в Соединенных Штатах Америки накануне разворачивающейся предвыборной кампании 2024 года. То есть вот в чем проблема и что мы с вами установили еще месяцы назад. То есть главная угроза внешняя, которая существует сейчас для Украины в борьбе против России, это исход предстоящих в 2024 году президентских выборов в США. Что в целом предполагается, так сказать, общая картина? Мнение превалирует следующее, что на начальном этапе ВСУ предпримут серию небольших операций, которые можно назвать разведку боем, для того, чтобы выявить уязвимые места в обороне противника, и туда будет нанесен решающий удар. Может быть, таких ударов будет несколько. В этой связи имеется в виду вот наиболее слабое звено, как предполагается, это вот южное направление, Запорожская область, с перспективой выхода на Мелитополь, возможно, Бердянск, вот перерезание этого восточного, как его называют, моста или перешейка, соединяющего Крым с Российской Федерацией через временно оккупированные территории. Ну и если это удастся, тогда единственное связующее звено, пуповина, связывающая Крым с Российской Федерацией, будет Керченский мост. Ну и мы знаем, что планируется и неоднократно предлагалось с ним сделать. И я знаю, что многие сейчас могут, ну не многие, поскольку я всегда предупреждаю, что я никогда не раскрываю секретов, собственно, которых я доступа к секретной информации не знаю, поэтому даже раскрыть не могу, при всем желании, которого у меня, кстати, нет, естественно. Но ситуация складывается таким образом, что вот анализируя, куда это может пойти и как это может развиваться, указание, предположение, что главным направлением может стать юг, Запорожская область, далеко, я скажу так, далеко не однозначно. Почему не однозначно, мы дальше, значит, с вами обсудим, потому что у обороны противника сложилось таким образом, что контрнаступление, решающий удар может произойти во многих точках на протяжении вот этой 8
линия обороны в 800 или 900 километров, как это сейчас оценивается. Что опасаются западные аналитики? Главное, чего не опасаются, это то, что за последние полгода России удалось построить систему глубоко эшелонированной обороны. То есть укрепленные линии, там их насчитывают некоторые 4 линии обороны, некоторые 5 и даже 6. Причем основные линии обороны, это где-то так вот в середине. То есть они идут практически сплошным потоком, там эти зубья драконов, непрекращающиеся траншеи и прочие фортификационные сооружения. И вот это главное препятствие, которое должно сейчас преодолеть ВСУ. Это вот то самое, что должны были возвести гражданские власти Украины с сентября 2021 года, когда впервые ЦРУ и вообще Белый дом сообщил о предстоящей агрессии России против Украины где-то с конца сентября по 24 февраля 2022 года, то есть практически тоже полгода. И что не было сделано? И прощения этому нет. Это не потому что это не был Зорге, который один раз отстучал, что наступление будет такого-то числа и все. Это была массированная информационная атака со стороны правительства США, пытающихся убедить власти в Киеве что-то сделать для обороны страны. Они не были услышаны. И я считаю, что так списать это все так, прошляпили, это не прошляпили, это вылилось в десятки тысяч жертв, которые понесла Украина, ее вооруженные силы, море крови, разрушенная полстраны. Это или преступная небрежность, нет, даже не небрежность, преступная халатность или кое-что еще хуже. Но об этом, я уверен, будет разговор после победы над врагом. А пока ведем речь о победе. Я слежу за одним из аналитиков, который работал долгие годы в РУМО, разведуправлении Министерства обороны, на советском, потом на российском направлении, один из лучших в Соединенных Штатах. Сейчас он в частном секторе работает в одной из топовых научно-исследовательских корпораций, которые, в общем-то, работают по контракту с правительством Соединенных Штатов Америки. Ее конек – это состояние личного состава вооруженных сил Российской Федерации. Вот она рассматривает предстоящее наступление ВСУ с точки зрения готовности врага к сопротивлению. Потому что, значит, как я только что сказал, есть глубоко эшелонированная оборона, имеется в виду все эти сооружения, на глубину до 30-35 километров, это немало. Там много техники и боеприпасов, но там находятся люди. И от них все зависит. Так вот, что это за люди? Значит, по мнению аналитиков, она наблюдает за эволюцией личного состава Российской Федерации, начиная с войны, вот я имею в виду вплотную, с начала агрессии. Я читал ее оценки на протяжении, она делает их регулярно, и я должен сказать, прямо в десятку все время попадает. Так вот, личный состав, который будет сопротивляться сейчас или защищать эти оборонные рубежи, это они характеризуются упадком. Моральное состояние – это упадок, который колеблется от смертельной усталости до практически подавленного состояния, то есть практически небоеспособного состояния. Личный состав измотан, неадекватно обучен, плохое обращение военнослужащих командного состава с подчиненными ужасающее, не то что недопустимое, как она говорит. Это слабое место, которое только ухудшилось
с тех пор, когда Россия начала свою агрессию 24 февраля. Описывает отношения между командирами, подчиненными. Командиры бросают своих подчиненных на произвол судьбы, уезжают с поля боя за пределы досягаемости артиллерии ВСУ. Эти там остаются чмобики и военнослужащие регулярной армии, оказываются брошенными на произвол судьбы. На этом возникают постоянные конфликты. Люди дезертируют. Количество уголовных дел по причине дезертирства увеличилось в сотни раз только за последнее время. Это главным образом солдаты срочной службы. У мобилизованных дела обстоят еще хуже. То есть с подготовкой профессиональной вообще плохо. Они еще в большей степени используются как пушечное мясо. Они находятся в подчинении не то что своих командиров, как это необходимо, значит, регулярной армии, а часто их отдают на откуп как рабов полевым командирам из так называемой ЛНР, которые используют опять их в качестве пушечного мяса. То есть состояние, боевой дух войск таков, что того и гляди, они могут повернуть штыки против своих же командиров. Многие из этих подразделений в значительной степени поредели. Значительно имеется в виду, понесли 25, 30, 40, до 50% убытка убитыми, ранеными. Согласно российской военной доктрине, если подразделение понесло утраты, значит, от 50 до 60%, оно фактически должно считаться небоеспособным, должно быть выведено на переформирование, но этого не делается. Таким образом, в результате, по мнению аналитиков, имеется длительная линия обороны, которые будут защищать люди в состоянии моральной деградации, моральной профессиональной деградации. То есть о мотивации здесь не может быть никакой речи. И вот это, как она пишет, это очень важная мысль. Есть такое понятие в Америке, wild card, то есть дикая карта, если буквально переводить. Я не знаю, как на русский язык это перевести. Джокер, что ли? То есть вот карта, которую ты вытаскиваешь, и она вот решает судьбу всего. Так вот, считается, что деморализованное состояние воинов с российской стороны может решить все. И вот эти все длительные и глубокие эшелонированные укрепления могут не помочь. То есть это как раз вот та питательная среда, на основании которой могут возникнуть при начале вот этого шока и трепета в самом начале атаки, наступления ВСУ. Вот именно это может привести к цели, которую ставит этот шок и трепет операция, то есть привести к деморализации личного состава, разорвать связь между командным составом и подчиненными и превратить вот этих всех орков в неуправляемую массу пушечного мяса. Теперь западные аналитики натовские посчитали, что нужно для того, чтобы держать вот такую линию обороны с точки зрения критерий НАТО. И вот интересная получается картина, которая дает, просто она настолько хорошая, что хочется в нее верить, затаив дыхание. Итак, согласно натовским требованиям, канонам, на 30 километров вообще весь фронт считается, простирается на расстояние от 800 до 900 километров. Для этого, чтобы его держать нормально по натовским стандартам, необходимо 1 миллион
примерно 450 тысяч военнослужащих для российской стороны. 1 450 000. В настоящее время, по оценкам западных специалистов, Россия имеет там под ружьем от 300 до 360 тысяч. То есть это уже насколько у нас? На 4,5 раза. Меньше, чем это требуется. На 30 километров фронта, вот, анализируется более узкий участок фронта, это от Днепра до Донецка. Там примерно самый такой боевой участок фронта где-то 30 километров, и для него нужно около 54 тысяч военнослужащих для того, чтобы его удерживать, которых тоже нет. На южном направлении, то есть всего, как я вам сказал, в Украине сейчас орков находится до 360 тысяч, а на южном примерно 90 тысяч. Или около 300 человек на километр фронта, что совершенно недостаточно, причем это во всех линиях обороны, от 1 до 6. То есть по стандартам НАТО вот эти 300 человек на 1 километр фронта достаточно лишь для первой, самой редкой линии окопной, вот этой окопной линии первой обороны. А затем второй, третьей линии должна быть насыщенность гораздо больше, гораздо плотная насыщенность личным составом. А у них вот на всю эту глубину получается около 300 человек на 1 километр. То есть растянутость этого фронта и недостаточная насыщенность личным составом орков приводит к выводу, что на всем протяжении этого фронта должно быть целый набор, не одна точка, не две, а гораздо больше, где будет особо тонко и где оно будет рваться. Поэтому и ставится задача в самом начале провести целую серию небольших операций, найти вот это звено, где оно будет рваться, или несколько, и туда клином, и по полной программе. У России нет сил для обороны фронта, который она пытается удержать. И у нее нет ни транспортных возможностей для мобильной переброски, и личного состава, и нет системы ПВО, которая бы она могла бы перебрасывать тоже так, с места, значит, с одного места в другое. Поэтому вот они сидят и почти обреченно ждут, когда это все начнется и во что это все выльется. Да, Путин бросит все силы на это для отражения этого украинского наступления. Но это превратится те аналитики, о которых я вам говорю, они оценивают ситуацию врага, то есть Мордора, и говорят о нем. То есть для них, для Мордора, его войск на этой линии обороны, это будет кровавая баня. Потому что, да, которую Россия не сможет выиграть. Она сожгла последнее время, последнее место, где она это особо активно делала, это был Бахмут, где сожгла боеприпасы в неимоверном количестве, последние резервы живой силы, ну и теперь вот остается безнадега, в состоянии безнадеги ждать начала конца. Это то, что находится, значит, у нас на Восточном фронте и на юге. Что касается Крыма, то там, по оценке натовских аналитиков, сейчас дислоцировано примерно 10 тысяч военнослужащих. То есть всего 5 человек на километр фронта. 5. То есть если 300 мало и ничто, как пишут эти аналитики, то 5 – это вообще, так сказать, почти статистическая погрешность. Вот такая, господа, ситуация.
которая лично мне внушает умеренную дозу оптимизма, вернее, много оптимизма, но я держу руки, вернее, пальцы скрещенными. Есть такая дурацкая привычка американцев. Будем надеяться, что она себя оправдает в данном случае. Ну, еще я хотел бы вам для поднятия настроения прочитать один текст. Написан он был орком, одним из них. А текст изобилует такими, я бы сказал, колорфурными, что ли, оборотами речи, которые я как-то так смягчу или опущу, но заложенные в нем мысли настолько глубоки, что я хотел бы вас с ним познакомить. Итак, Россия начала конфликт, имея такие преимущества. Полное техническое преимущество по всем видам вооружений. Наличие флота и ракетных катеров. У украинцев, здесь он хохлы, Кацап называет украинцев хохлами. Ну ладно, значит, у украинцев флота вообще нет. Авиация превышала украинскую в 10 раз, и машины были намного современнее. Танков было в 5 раз больше, артиллерии в 5 раз больше, готовых снарядов в 20 раз больше. Причем у украинцев нет заводов по производству всего этого, а у нас они есть. По мобилизационному потенциалу мы в 4 раза их больше минимум. У нас есть ракеты с возможностью поражать цель на всех их территориях. Чего нет у них. Система ПВО количественно, качественно, просто несравненно больше у них. Первые 3 месяца украинцам Запад ничего не давал. И только в июне им первые дали 4 «Хеймарса». И мы умудрились получить люлей по всему Северному фронту в этой ситуации. И дальше крик Даши. Да они более высшая раса, чем мы. Вот, господа, у меня такое впечатление, что это может быть один из сотрудников, потому что настолько речь чувствуется где-то пропагандистская подготовка у человека. Я не удивлюсь, если это был один из сотрудников Соловьиного помета или у мадам Скоробеевой. И дальше плач орка продолжается. Да пусть они нас захватят. Это после того, как он осознал, что хохлы – это более высокая раса, чем он, орк. Пусть они нас захватывают. Они нас хоть визуально похожи. Они хотя бы относятся, ладно, бог с ним, не буду дальше, потому что боюсь нарваться на нарушение правил Ютуба. Но дальше плач орка продолжается. Украинцы, мы готовы носить шаровары, сделать украинским государственным языком. Я уже заказал на Алиэкспресс вышиванку. Простите нас, мы признаем ваше превосходство. Мы не хотим быть рабами чурок. Защитите нас. Это он в отношении товарища Си Цзиньпина и большой дружбы между Пекином и Москвой. Вот что, господа, творится в сердцах и умах орков накануне наступления в ВСУ. И если так, убрать это все в сторону, шутки и так далее, но только почитать, все те цифры, которые он назвал, они точные или очень близки к реальности. И при всем этом провалить и оказаться там, где Мордор вместе с его верховным плешивым недоноском находится сейчас, это нужно быть не то, что там высшая раса, да, не то, что это нужно быть просто отбросом рода человеческого. И это не случайно. И я вам говорил, почему не случайно. Потому что Путин создал государство по образу, подобию своему. И неважно, какие там могут быть блестящие, гениальные люди в этой стране, но их возглавляет окурок,
бледная моль, который подобрал ближайшее окружение весь государственный аппарат по своему образу и подобию. Они поставили под свой контроль средства массовой информации, которая провела массовую дебилизацию населения в течение минимум 20 лет. И в результате выросла не раса, как он здесь кричит, низшая, получается, раса. Это даже не раса, это даже не дочеловеки. Вот что получилось в результате этой искусственно проведенной операции Путина и его кодлой над российским народом. Примерно такая же операция в 30-е годы проведена была в Германии, успешно. Все удивлялись, ах, какая культурная нация, как же можно было превратить в такое стадо извергов в течение короткого времени. Вот так это все вот на наших глазах за 20 лет. За 20 лет был выведен новая раса, которая, имея все в руках, она умудряется все профукать. И теперь она, значит, просится: защитите, придите нас, защитите, простите. Защитите нас от тех, которые теперь к нам придут, как они называют, чурок, и будут нами владеть. Не, господа, пусть они вас владеют регулярно, 24 часа в сутки, пока эта вся дурь, которая вам дули ваши головы на соловьином помете, пока она оттуда не выветрится. Вот на этом, господа, это я вот обращаюсь к представителям Оркостана, к которым я отношу представителей правящего режима, и всех тех, кто их всей душой поддерживает. Повторяю, не всю страну, не все население, а только вот эту массу недочеловеков. На этом, господа, позвольте закончить сегодняшнее видео. Выразить твердую убежденность в нашей неизбежной победе. Слава Украине и вооруженным силам! Враг будет разбит, победа будет за нами. До скорых встреч, дорогие друзья! Я прощаюсь с вами совсем ненадолго. А если начнется горячее военное действие, то у нас в контактах с вами связи вообще не будет никаких перебоев. Итак, до скорых новых встреч!